Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Прямо сейчас на связи Олег Соскин. Олег Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала, перед тем, как начать наш разговор, я бы хотел всех попросить поставить лайк, подписаться на канал Олега Игоревича. Он отмечен как пользователь YouTube. Переходите, слушайте, тем более, что очень интересное событие комментируются и, такие неочевидные версии на канале у Олега Игоревича, как, впрочем, стараюсь и я здесь давать в интервью с разными экспертами совершенно интереснейшие сценарии всего происходящего. Ну, пожалуй, начнем. Олег Игоревич, что это было насчет угрозы Запорожской атомной электростанции? Я не припомню такого, чтобы выходил президент, а через несколько часов его фактически опровергали МАГАТЭ, местные власти, профильные службы. И, президент поднимает волну беспокойства, а все остальные, наоборот, всех успокаивают и говорят, что, сценарий может быть любой, но все в норме, все под контролем, без паники. Как вы анализируете вот эти события? Ну, я высказывал уже, когда только произошел этот взрыв, и у тебя мы говорили на эту тему этого Каховского плотины, водохранилища, то я сказал, что, в принципе, как бы следующий такой, скажем, инцидент, который уже приближается, это как раз Запорожская атомная станция. Там сложились все факторы для того, чтобы там произошла авария. Какая она будет, это вопрос другой. Но все элементы есть. Поэтому Зеленский правильно говорит. Но он говорит, что ее типа путинцы подорвут. Ну, не обязательно ее и подрывать. Понимаешь? Но во всяком случае он говорит правильно, потому что это уже достаточно большой шаг вперед по сравнению с 20 февралем, 20 январем и декабрем 22 года, когда предлагалось есть шашлыки, а не готовиться к войне. Говорят так, упрежден, значит уже спасен. Понимаешь? Поэтому в данном случае он говорит правильно, Зеленский. Он просто обострил, как бы один сценарий назвал. А может быть несколько сценариев. Чернобыльская станция тоже нормально функционировала. А потом бац и взорвалась 26 апреля, понимаешь? 1986 года. А я помню, ну я ж как бы был, так как скажем, это было при мне и при других миллионах украинцев. Так я помню, что тогда, когда я в Киевском университете преподавал, вот, на экономическом факультете, и нас собрали тогда первый секретарь горкома, э, Компартии Украины, да, Ботвин был такой. И он говорил, что он говорит, да не переживайте, там ничего нету. Нам всех успокаивали, когда взрыв в Чернобыле произошел. Там ничего страшного нету, это вообще не проблема. Проблема продавать водку на майские, на Пасху или не продавать. Понимаешь? А потом было 1 мая, Щербицкий, Ваченко и все Шевченко. Они на трибунах все стояли там с головными убро, шляпами. Все были в закрытых таких плащах прорезиненных. А там демонстрация была. И дети там, мальчики, девочки такого возраста подросткового, вообще в купальниках, в маечках, в плавках, трусах делали эти спортивные, упражнения. Понимаешь? А эта шобла стояла уже четко, они уже знали в прорезиненных, что их надо защищаться. А нам, и они говорили, это каябистская коммунистическая сволота, что все хорошо, вы не волнуйтесь. Понимаешь? А я помню, что мы выехали тогда где-то 11 мая, а уже была паника. В Израиле уже заявили, что в Киеве произошел ядерный взрыв. А он и должен был произойти, потому что этот реактор должен был упасть в барбадерный колодец, полный воды, в раскаленный реактор. Представляешь? Это как жахнуло бы так. Это тогда спасли нас шахтеры и киевские метростроевцы, которые туда под огромными радиацией сумели завести шланги, откачали воду,
и дали туда бетон, и как застабилизировали реактор, чтобы он не мог упасть. Поэтому не надо нам брехать. Фукусима была и все остальное. Понимаешь? И где эти все шмурдяки были с этих МАГАТЭ и прочего. Понимаешь? Поэтому они все лживые. До мозга и костей. Каждая шушера брешет, потому что ему надо брехать. Он занимает соответствующее место. Точку зрения определяет место сидения. Это известно. Понимаешь? Но реально, кто думал, что, хотя мы с тобой обсуждали, я говорил, что подорвут эту станцию. Подорвали, подорвали. Кто думал, что война будет? Единицы. Предупреждали Зеленского, началась война. Кто думал, что те, которые миллиардеры спустились в этом Титане, они что, думали, что погибнут? Да? Что это сплюснется их камера, это, да, кораблик этот. А он взял и вроде как сплюснулся. Они же были уверены, что все классно будет. Бабла сколько заплатили. Поэтому сейчас, кто думал, что северные потоки подорвут? Никто не думал. А их уже нету. Поэтому болтовню вот эту надо заканчивать. Это хаос. А в хаосе что хочешь может быть. Как этот Байден говорил, что ему 207 лет, и он всех предупреждал, что река Колорадо 2 года назад высохнет, а его не слушали. Говорит, высохла. И он сказал, применение тактического ядерного оружия Путиным очень реально. Сказал? Сказал, несколько дней назад. Он говорил, что будет нападение на Киев и война начнется. Говорил. Она началась. Уже больше года идет. И еще 10 лет будет идти, неизвестно, куда расширится. Поэтому я что хочу сказать, что не обязательно сценарий подрыва. Например, просто можно повредить пруды охладителей. Оттуда вытечет вода. И все. А больше ничего и не надо. Тем более, что мы же не знаем, как там 5-й реактор. Его перевели в холодную остановку или нет, или он в горячей остановке. А если он в горячей остановке, то ему надо очень много воды. Понимаешь? А потом там начнет плавиться топливо и стержни, как это было на Чернобыльской станции. Ну, специалисты же знают. И все, воды нет, охлаждать нечем. Там 6 реакторов, на минуточку. Ну и все. Плюс там же хранилище с отработанным топливом, которое тоже надо охлаждать. А если нет воды, тогда и ни туда, и ни сюда. А где ее взять? А взять ее негде. Поэтому будет катастрофа. Когда Зачем? взорвется, Зачем это русским? так это не обязательно русским. Мы же сегодня американцы же не сказали, кто подорвал эту нижнюю часть плотины, в которой был технологический туннель. Там же взрыв был. Понятное же дело. А входов сколько было в технологический туннель? Никто же не говорит. Правильно? Правильно. Поэтому никто не знает, кто подорвал. Это так говорят, что типа московит. Поэтому кто подорвет эти пруды, никто не знает. А они уже как бы, там уже все для этого готово. Тогда что произойдет? Вот предположим, произойдет это. А тогда все, тогда надо подписывать прекращение огня и переходить в модель Северно-Южной Кореи. Все. Ну, И война остановится. общались мы там и с военными, и с разными военными экспертами. Говорят, нет, это никак не повлияет на передовой, ВСУ уже не остановить, они двигаются вперед. Сегодня рапортуют о том, что там есть новые, ну как, успехи, да, в направлении Мелитополя, вот в той стороне, и что вот даже подобная техногенная катастрофа или тактический ядерный удар уже, ну, скажем так, не повлияет на ход операции. Ну, это неправда, мягко говоря. А так, если более жестко сказать, это ложь, а может даже и брехня целенаправленная. Понимаешь? Почему? Потому что там в запорожском направлении прорваться нельзя. В имеющемся объеме военного ресурса у украинских бригад
прорвать 5 оборон, там линии нельзя. Там минные поля. Не прорвали даже первую линию обороны. Ну, там чуть-чуть углубились в некоторых местах. Но чтобы сказать, что всю первую линию прорвали, нет. А вторая линия обороны, она еще более мощная, чем первая. А третья еще более мощная, чем вторая. А дальше идут укрепрайоны, города. А за ними еще одна линия. Поэтому это все не соответствует действительности. То есть, да, ну, взяли несколько сел. Взяли пятихатки, которые в яме находятся. Они долбают с этой жеребьевки или откуда по пятихаткам. Пусть они скажут, вот эти все военные, 4-го началось наступление. Вот уже скоро июнь заканчивается. Пусть скажут, сколько составляют потери украинской военной живой силы. Погибшими и ранеными. Все. Вот пусть назовут эти Никогда не цифры. скажут. Ну, эти, может, не скажут. Но рано или поздно все равно это будет известно. Вот самое главное вот это сказать. Тогда можно сказать, какие, ну, можно по российским потерям, так сказать, провести параллель. Я думаю, фактически 1 к 1 за это время. Не к Потому что... 10. А? Не к 10. Ну, нам Не говорят, понял. что... Нам же говорят 1 к 10. Мол, Что один это? украинец, 10 россиян. Вот Это не... такое Этого не может соотношение. быть. Этого не может быть. Так не бывает. Это ложь. Если... вообще должно быть так. Те, кто обороняются, они и те, кто наступают, должен быть один обороняющийся на 5 наступающих. Но даже если сделаем 1 к 1, сколько их погибло, столько погибло и украинцев. И это скоро в городах, в поселках, на кладбищах все увидят, насколько увеличатся еще эти кладбища. Он приехал банкир, у которого сын погиб в Киеве. Он говорит, что там целая новая огромная поляна новых могил. Поэтому это же скрыть нельзя. Плюс надо на коэффициент тех, которых, так сказать, не нашли, они остались где-то на поле боя, их или разорвало, или неопознанные части тела. И тогда все можно сделать выводы. А то, что при власти врут, конечно, врут. Страна стационарного бандита как была, так и осталась. Только кланы поменялись. Просто они более жесткими методами сейчас вводят свою диктатуру, чтобы Зеленский стал диктатором. А лучше, чем война, стать диктатором невозможно. Это известное дело. А для того, чтобы не могло общество сопротивляться его лучших людей, его надо их сынов и дочерей отправлять на смерть. Это тоже известно. Это практика всех диктаторов. Так сделал Эрдоган, так делает Путин, так все делают, так этот самый делает в Венесуэле, Уго Чавес сделал покойный, а теперь это перехватил у него уже, так сказать, эту пальму первенства Мадуро. Так в Северной Корее. Это все одно и то же. Диктаторы, тираны поступают всегда, этот что по-другому в Ираке делал, Хусейн. Ему тоже войну надо было с Кувейтом, чтобы подавить внутреннее сопротивление. А в Иране аятоллы делают то же самое. То везде одна и та же картина. Везде одна и та же. Всегда шобла бандитская, разбойничья, которые хотят грабить своих людей, народ. Они всегда делают внутреннюю разруху, кризис, а потом, чтобы ее прикрыть, начинают войну. Это известная аксиома. Это аксиома, это не правило, а аксиома, константа. Поэтому никакого наступления, как бы прорыва нет. Да его и не будет. Чтобы там сделать прорыв вот на запорожском направлении и Донецком, Донбасском вот этом, нужны бомбардировщики Б-52. Других вариантов
разбомбить минные поля, Александр, не существует. Я, по крайней мере, не знаю. И я не читал, и нам не рассказывали, где бы я какие курсы не проходил, что это можно сделать по-другому. Плюс нужны самолеты, которые их прикрывают, сопровождение, хотя бы F-16. Но в принципе F-35 нужны, понимаешь? Поэтому что вы нам лапшу вешаете? У вас это есть? Нет. Может, у вас есть вот эти Абрамсы? Потому что леопарды тут не могут справиться. Нужны Абрамсы, чтобы это проламывать все. У вас нет Абрамсов. А если у вас вообще ничего нет, куда вы будете наступать? Куда? Да, есть, вот сейчас появляется это направление, что могут быть вот эти сражения, так сказать, вот на этом высохшем русле и водохранилище. И они будут, потому что дельты уже нет. Все уже. Это будет поле битвы с непредсказуемыми событиями. Но для того, чтобы оно было позитивное, надо разрушить второй мост, который идет через Армянск, Перекопск. Надо разрушить Крымский мост. То есть надо полностью их лишить возможности перебрасывать поддержку на левый бережный мешок Херсонский. Тогда да. Ну, Надо все погодите, время. сухопутный коридор же остается. Какой? Ну, Нет мостов. Какие? по Через Мариуполь? побережью, по побережью Азовского моря, Нет. да. Нет, не смогут. Понимаешь, Мариуполь в зоне. А чтобы выйти с Мариуполя, надо дойти до Бердянска. А с Бердянска до Мелитополя. А это уже все будет под обстрелом. То есть они практически лишаются возможности поставлять вооружение. Плюс надо просто заходить, вводить бригады и заходить на Валуйки. Плюс надо российским корпусом заходить идти на Белгород. Плюс украинским бригадам надо идти, пройти 70 километров и зайти в Курчатов и взять Курскую атомную станцию. Плюс другим бригадам во главе с Знаевым, и впереди надо национальный корпус освободительной Беларуси зайти в приграничные белорусские эти самые города и там поднять флаг и посадить там правительство Тихановское и объявить о том, что все, есть междувластие. Вот это если вы хотите победить. А если вы хотите, как говорится, заниматься чем-то другим, так вы тогда просто от меня, и как Кулеба сказал, контрнаступление – это целый процесс. А не пошел бы ты, Кулеба, как говорится, куда Макар телят не гонял. А если это процесс, говорит, детей я не люблю, но сам процесс очень уважаю. Говорит, их разгрузить бы пару вагончиков. Это как Байден говорил, что эти китайцы ему запустили, он сказал, на воздушном шаре, но это был аэростат. Говорит, запустили 2 грузовых вагона со шпионским оборудованием. И там Синьцзепин в экранах сидел. Понимаешь? Поэтому не надо нам мозги пудрить. Пух ля-ля, пух тополя, да? Трынды-рынды. Поэтому давайте, ребята, тогда, если вы не делаете вот это комплексного наступления, тогда, пожалуйста, отменяйте военное положение. Тогда примите решение сократить до 300 человек депутатский корпус, потому что уже столько тунеядцев, болванов там не надо. Они не нужны. Примите решение на второй сессии 300 большинством Конституции, и все. Давайте сделаем попечительный совет старейшин, отберем нормальных людей, кандидатов, а не долбодятлов, которые там сейчас сидят, желтая, зеленая, комарилья, слух, так сказать, и прочих разных шмурдяка. И все. Наведем порядок в середине страны. В это время, так сказать, Путин тоже терять его не будет. Он хочет быть в одной бутылке Петром Первым и Катериной. Поэтому ему надо Балтийская Северная война. И отлично. Нормально, Григорий. Отлично, Константин. И все. А мы пока займемся своими делами. На ракеты научимся, это у нас есть, поставим на производство и так далее, и так далее, и так далее. У нас парламентская президентская республика. Отлично. Примем решение новым парламентом,
что президента уже нового избирать парламентским путем. Есть прекрасные механизмы, как это делать. Зеленский будет последний, кого избрали эти карнавальная пауперская группа, которые любят бесплатные шпроты, борщи и прочие подачки. Концерты, Олег Игоревич. Да, концерты любят. Все. И все. Если у нас будут наверху умные, тогда и президента нормального они изберут. А если будет умный, нормальный президент, и нормальный парламент, и нормальные мэры, тогда и общество будет нормальным. Вылечим его. Вот и все. Да, Вот так. есть над чем задуматься, но знаете, еще одним парадоксом я бы хотел, ну, как бы продолжить наш разговор. Смотрите, вот угроза Запорожской атомной. Президент обращается, то есть МАГАТЭ там реагируют, все, в общем-то, ну, просто люди, когда вот смотрят, они думают, что это где-то все там, где-то это все. Вот комментаторы приходят в Ютубе, пишут: понятно, это чтобы отвлечь внимание, а это чтобы для этого, а это для этого. Все такие умные, слушайте. Откройте любой украинский чат, ну там, где родители детей, там, где какие-то там коллективные экскурсии, куда-то кто-то едет, там, где, ну, домовые чаты, вот эти просто люди, просто соседи, да, где там вот что происходит непосредственно возле Запорожской атомной электростанции, вот там рядом, в радиусе там, 100 километров. И вы поймете, что ну, у людей йод побежали покупать в Киеве, да, вот калий йодид, сгребать все. То есть это нашло отклик. И в этот момент в славном городе Лондоне Корниенко, Арахамия встречаются с королем, слушают сына Баффета, который толкает речь в стиле голливудских фильмов, говорит, что вот там наши дети, вот мы бы так не смогли воевать, как вы, нам нужно быстрее помогать, еще сильнее. Дуда, который признается в любви Зеленскому, но как бы говорит, что задача, да, вот истощать российское общество, кошмарить Путина. Такое ощущение, что вот все превращается в какой-то фальшь, а люди один на один с какими-то, ну вот такими вызовами, очень земными и очень печальными. Вот этот парадокс лондонско-польско-украинский, как бы вы объяснили? Ну, люди чувствуют, они же на местах. Ведь люди, во-первых, Киев и вся эта ареал этот, ну, старшие же люди все помнят, как это было. Я ж рассказываю про Чернобыль. И вот точно так же. Все было тихо и спокойно. Плюс уже украинское население, оно уже помнит более-менее фактор начала войны. Ну, взрослые, молодежь, она нифига не понимает. Они как эти танцуют, как эти самые стрекозы. Ты все пела, говорит, типа, зима катит в глаза, теперь пойди попляши. У них нет сознания еще в основной части. Они еще пребывают в таком, как бы, знаешь, эйфорическое, это эйфорическое состояние непонимания происходящих угроз окружающей среды, но их никто и не учит. А что касается западного общества, оно находится в состоянии гедонизма. Это так называемое состояние распада, морально-духовного распада. Это общество, которое живет в модели хлеба и зрелищ. Это классик. Так погибла, кстати, Римская империя. По той же модели. Вот сегодняшний Европейский Запад, ну, Штаты то же самое, ну, говорим про Европейский Запад. Это гедонистская система умирающей цивилизации. И поэтому понятно, что им надо сделать какой-то серьезнейший, как бы, штырь вогнать в них, чтобы началось оживление, как бы начали за жизнь бороться еще какие-то живые куски общества. Потому что основная часть уже прогнила. Она живет совершенно в другом измерении. Но они понимают, что чтобы к ним, ну, те, которые наверху там стоят, да, которые этим всем управляют,
Они понимают, чтобы это все продолжалось, надо, чтобы Украина сражалась. Иначе к ним придут московиты. Хорошая, вооруженная, нормальная армия. Смотри, уже признали наши украинские, там, что увеличилось 3-4 раза производство ракет. 3-4 раза. А я это говорил полгода назад, что так будет. Заводы работают уже в 3 смены, будут в 4. Будет отменена 5-дневка, будет 6-дневка, а потом 7-дневка. Чем отличается этот плебс? Отличается тем, что у них полностью как бы присутствует, они живут по экстраполяции, прошлое, будущее. Прошлое, будущее – это карточная система. Они говорят, так наши, типа там бабушки, дедушки жили, и мы так будем жить. Ради чего? А ради того, чтобы уничтожить проклятый гниющий Запад. Какое решение они приняли? Смотри, они приняли на уровне закона. Уже все, ввели действия. Путин должен подписать. Уже прошло оно их эту Думу и Сенат. О том, что надо, можно и надо брать в армию и во все подразделения частно-военные, которые подписали договор с армией Минобороны, заключенных до 10 лет, у которых сроки. Представляешь? Если сегодня до 10, завтра и до 15 можно поднять. То есть у них на сегодняшний день 400 тысяч. Ну, я думаю, 2/3 это точно, может даже больше, это, может 3/4 это до 10 лет. То есть они могут спокойно выгрести с мест заключения минимум 250 тысяч в армию. Представляешь? Зэков, которые будут в регулярной армии, практически как контрактники. То есть, для Украины они не нужны. А тогда возникает вопрос, а для чего, для кого они нужны? Они нужны, чтобы наступать на Польшу, на Латвию, на Литву, на Эстонию, которая приняла законы, что они теперь там вообще все равны во всех отношениях и, так сказать, состояниях. Понимаешь? Они будут, конечно, наступать на Норвегию, на любимый Осло Столтенберга, естественно, на Финляндию, на Данию, на Швецию, тех, кто им уничтожили потоки 1 и 2. Правильно? Правильно. Им надо соединиться. Смотри, у Путина в следующем году президентские выборы. Ему нужна классная победа, знаковая. Вот давай подумаем, какая? Украина? Да нифига он тут не... У него потери каждый месяц на фронте 200-ми, 300-ми, в Украине сегодня минимум 30 тысяч. Где-то 33, а сейчас вообще 35. Понимаешь? А может и 40. Они не успевают набирать контрактников, добровольцев, всех остальных. И зэки уже не хватает. Поэтому что ему самое кайфовое может быть? По аналогии, как с Крымом было. Что? Тоже на К. Калининградская область. Соединение с Калининградской областью. Вот и все. А сколько там идти по Сувалковскому коридору? Даже не по польской части, а по литовской. 70 километров, чуть может больше, меньше. Ну что такое пройти 70 километров по Литве, Саша? Это тьфу и растереть. Если он соединится с Калининградом, представляешь, через Беларусь. Ну и что НАТО будет делать? Ну что НАТО будет делать? Они что, может, в Афганистане выиграли? Нет. Бежали как крысы. Как крысы бежали. В Ираке выиграли? Нет. В Ливии выиграли? Нет. Ребята, да вы где выиграли? Вы что-то в последнее время выиграли? Дырку от бублика или фигуру из 3 пальцев? Байден, который приложил руку к сердцу, когда с Моди играл государственный гимн Индии, он может что-то выиграть? Или этот самый Риши Сунак? Кто? Кто? Макрон? Кто? Шольц? Кто? Покажите.
Или это итальянская премьерша? У них что, люди есть? У них лидеры есть? У них вообще никого нет. Толстые гагары, еврократы, тело прячут, жирное в утесах. Понимаешь, все. Поэтому, ну что они могут сделать? Поэтому будет у них гедонистские общества долго не живут. Пусть Библию читают, города Содома и Гоморры. Там все написано, что с ними будет. Но для этого что надо сделать украинцам? Надо набрать воздух и взять паузу. Неужели Зеленский не знает? Хороший артист, чем лучше артист, тем лучше, больше что? Пауза. Пауза нужна, чтобы все осело, отстоялось. И чтобы враг, наконец, развязать ему руки, чтобы он пошел на тех, кто нам сочувствует. А мы тогда тоже будем сочувствовать. Мы говорить будем: Столтенберг, как нам жалко, как нам печально, что они захватили твое Осло. Ай-яй-яй, как мы будем Эстонии сочувствовать, как нам жалко, как печально, что они уже в Таллине, что они уже грабят все ваши ювелирные магазины и драгоценные изделия. Ай-яй-яй, как нам жалко, что они уже в Дании и Швеции захватили королевские замки, и королевские семьи бежали пока в Британию. Мы так будем им сочувствовать и соболезновать. И скажем в Варшаве: а видите, не хотели украинскую клубнику есть, а теперь, видите, по вам кинжалы летают, калибры по вам прилетают с искандерами. Не нравилась вам украинская пшеница и масло подсолнечное, да? Не нравилось? Ну так кушайте искандеры вместе с кинжалами. Вот и все. И мы им Тогда очень будем при сочувствовать. таком И сценарии, принимать их если... будем, слышь, и принимать их будем беженцев, женщин и детей в свои западные регионы. И очень будем им сочувствовать. И даже будем гуманитарно помогать. Чем, Олег Игоревич? Как, чем? Масками, тампонами, памперсами. Мы можем это делать. Олег Игоревич, смотрите, какая история. При таком сценарии, ну, а кто будет содержать Украину? Как кто? Мы сами. А что нас содержать? Если войны не будет, что мы себя не прокормим? Ну и все, прокормим. А больше нам ничего не надо. Что мы ракеты не сделаем? У нас все это есть. Арбулина надо Владимира Павловича спросить. У нас все есть. Просто надо перевести это на конвейерное производство. Но к нам тогда подтянется Словакия. Потому что они скажут: ну, блин, кто нас может защитить? Только Украина. А если у нас будет Словакия, я думаю, Чехия, то нам хватит. Понимаешь? Даже без Польши. Потому что нам что надо сделать? Нам надо пробить еще 2 туннеля. То есть нам надо, чтобы Закарпатье, ну, не было там вот этих узких мест. Пару еще дорог, трасс сделать через там перевалы. Это не проблема. И все. Кто Словакию спасет и Чехию? Только Украина может спасти. Больше никто. А это означает, что там можно заводы сделать, ракетные и прочие всякие. То есть я же не говорю, что надо разоружаться. Наоборот. Там будут аэродромы стоять наши, там все будет. Мы же будем вооружаться, а не разоружаться. Как Израиль делает, как другие делают. Армию же мы не распустим. Она как была контрактная, так и будет. Просто мы можем брать еще и других в эту армию. Это не проблема. Подземельные паи, как я этих мудаков учил, они меня не слушают. Понимаешь? То есть сделаем экономические изменения, модель народного капитализма, и все. Все у меня описано это. То есть, Европейский энергетический хаб сделаем за 400 миллиардов. а зачем он нам нужен? Нам Что, нет, Европе. зеленой энергии нет? Есть. Что, солнца нет? Воды нет? Ветра нет? Зачем?
Зачем в земле рыться? Зачем нам и хабы эти все? Эрдоган уже сделал, уже довел лиру до, так сказать, посинения. Уже вчера рухнула почти до 25, 24,6. Это при том, что до 15% с 8,5 подняли учетную ставку. Все равно рухнула. И еще рухнет. Понимаешь? Поэтому зачем нам и хабы? Без хабов обойдемся. Пусть они воюют, а мы как-нибудь найдем. Украина никогда, так сказать, голодной не была. 35 миллионов сейчас вывезли через эту зерновую сделку. Зерна. Представляешь? То есть вот когда там он начался, этот коридор, да, сделка, вот до конца, ну, на середины июня 35 миллионов. Представляешь? А Украине надо всего где-то для своих внутренних потребностей 7 миллионов. Вот так. А выращивать даже на том, что у нас есть, можем 60 миллионов. В чем проблема? И все. И все нормально будет. Ну, если в мозги в голове есть. Олег Игоревич, что происходит с темой, ну, тактического ядерного удара? Сенатор Грэм, который приезжал в Киев, и вот этот скандал был с нарезкой его слов «убивать русских», сегодня выходит и говорит, что вот прям призывает Байдена, вот четко, и там резолюцию уже внесли о том, чтобы четко дать понять, если будет ядерный удар по Украине, то Альянс, НАТО будет считать это нападением на НАТО, и, соответственно, нужно сразу объявлять войну. Здравое предложение или, ну, скажем так, для пиара, для publicity? Ну, конечно, его нельзя реализовать. Это просто он, так сказать, показывает, что он такой ястреб американский. И он вот против проклятых московитов, коммунистов, КГБистов и так далее. Но понятное дело, что никогда Байден это не сделает. Не надо было заявлять, что будут нам там поставят оружие или объявят войну. Уже правильно на день рождения, там это отмечал этот Джонсон, и говорит, если бы, говорит, послушали, говорит, меня, то есть Джонсона, и, говорит, уже, он говорил вообще про 21 год, и когда война началась, говорит, сразу бы Украине все дали и готовили бы армию, то уже давно про эту войну бы забыли. Понимаешь? Абрамсы дали, я уже про это, ну, уже месяцев 9 говорю про Абрамсы, не дали. Может, дали вот эти ракеты, как там, Насамс, да, Атамс, вот эти, Атакамс, да. да, дали, не дали. Может, дали вот эти, как английские эти, побольше, штук 400 хотя бы разные, не дали. Может, дали хотя бы 10-15 патриотов, не дали. А что дали? А нифига не дали. Понимаешь? То есть не надо нам даже ваше было бы тактическое оружие. Если бы нам все это дали, если бы год назад давали F-16, то мы бы уже имели 100 самолетов F-16. И у нас было бы этих летчиков уже минимум 500 человек. Понимаешь? У нас бы уже Б-52 были бы бомбардировщики. А у нас этого ничего нет. Ну и в России мобилизации бы не было. Конечно, конечно. Но мы что знаем? Пока это называется отвлекуха. Смотри, как классно уже наступали на Белгородскую область. Супер. Уже реально. Что Байден сказал? Что эти самые сказала королевская английская семья и королевские дома? Отставить Зеленский. Все? Прекратили? Ситуация улучшилась? Нет, ухудшилась. Как классно уже давно могли бы захватить Беларусь. Там уже другая была бы власть. Сделали это? Нет. Ну, тут еще пятая колонна. Как бы Кучма главный патрон, я думаю, с Пинчуком. Ну, Кравчук был уже ушел, так сказать. Но есть же другие. Турчинов, Порошенко.
Надо же убрать пятую колонну. Вот в чем дело. Надо объявить их страной-агрессором. Они главные, режим Лукашенко главный враг Украины. Его действия привели к уничтожению вот этих трагедий вокруг Киева, Чернигова и так далее, Сум. Это он. Он за это ответил? Нет. Потому что его агенты КГБ сидят в руководстве страны, в том числе в парламенте. Я уверен, в СБУ они есть. Они везде есть. Их вычистили? Нет, не вычистили. Все время всякая шантропа трёкала, что Лукашенко уже скоро будет нашим. Когда я говорил, что это брехня полная. Можно ж поднять, какие твари за него выступали. А когда повесили парня с Беларуси в районе этого стадиона «Чайка», вы нашли, кто повесил? Нет. Замяли. А почему замяли? Потому что приказ был повесить. Вот и все, ребята. Что врете? То есть пока не будут правильные шаги делать, ничего не будет. Потому что есть все время нижняя часть айсберга лжи, брехни. Она все время присутствует. Понимаешь? А народ что? Хлеба и зрелищ. Народ живет на уровне бытового сознания. Прошел день, суббота, а какое пиво без водки? Выпил и забылся, и в понедельник начинается новая жизнь. А что раньше было? Фиг его знает, не помню. Поэтому смотри, ситуация следующая. Путин по Украине нейтронное тактическое ядерное оружие не применит, которое он сказал, что поставил в Беларуси уже. Он его применит где? Я думаю, лучше всего ему его применить по Польше. Они аж просто пеной Вы прям исходят. вы как Караганов, Олег Игоревич. Почему я Караганов? Ну, это же Караганов предложил ударить по Познани Нет, ядерным это не оружием, что остановит западные поставки и, соответственно, позволит России побеждать. просто у нас с Карагановым образование подобное. Он политэконом, я политэконом. Понимаешь? Он умный, и Соскин умный. Это называется стратегическое планирование, управление. Это взгляд в будущее очень умных людей, которых не так много на планете Земля. Понимаешь? Бабло украсть и срубить – это не проблема. Поэтому он дал сценарий. И я говорю, что это может быть сценарий. Смотри, против Украины Путину абсолютно нет смысла применять это оружие. В чем смысл? В чем? Если он везде проводит линию, и это, кстати, показывает последние исследования Левада-центр, что главный враг – это страны НАТО. А Польша, как та, которая предала. Когда-то она была разрезана на колонии, больше не было, больше 150 лет. Она была частью, так сказать, 2-3 империй, германской, российской, австро-угорской. Вот. И она была воссоздана только благодаря Великобритании и Франции, немножко там США. Вот и все. Понимаешь? Поэтому Путин считает, что Варшава и вот эта вся часть – это часть Российской империи. Ее надо вернуть. А как вернуть? Караганов предложил. Они говорят, тактическое ядерное оружие, но это нейтронное оружие. Говорили, нейтронная бомба. Нейтронная бомба поражает только живую силу противника, почти абсолютно не нанося большого ущерба материальному, техническому этой сфере, средствам производства. И самое главное, очень быстро рассеивается радиация. Очень быстро. Что и требуется доказать. То есть он говорит, если так подействовало на Японию, то, естественно, удар, например, по Познани, а Познань для них очень такой сакральный город, конечно же, сразу приведет к тому, что Польша поднимет лапки кверху. И все. Он рассуждает, конечно, по-людоедски,
100%. Но он рассуждает очень прагматично, так же, как Трумэн, масон 33 градуса, рассуждал прагматично по поводу Японии, когда выбирали, что сделать и какие города для жертвоприношений. Ну тогда же не было НАТО. Ну да, ну и что такое НАТО? Ну что такое НАТО? Они даже генсека избрать не могут. Что такое НАТО? НАТО уже нету. НАТО превратилось, я там не раз был, да, было когда-то НАТО. А на сегодняшний день это просто бла-бла-бла, говорильня. В Брюсселе они там собираются. У них там очень классные, очень дешевые, прекрасные кафе, типа там ресторанчики и все. Поэтому ты меня уважаешь, я тебя уважаю. Нормально, Григорий? Отлично. Выпили по 100, выпили по 200, закусили. Все хорошо, все отлично. Они расслабились. Они не способны ни к чему. Это просто уже декаданс. Это чистый декаданс. Это некрофилия, некроз, разложение. А разложившееся оно не может оказывать сопротивление. Это как гниющая большая масса, болото. Вот что такое НАТО. Поэтому кто, Байден? Человек, который говорит, что ему 207 лет, который бьется лбом все время об эти самые дверцы вертолетов, о выходы, падает с лестниц и прочее. О чем? Кто? Кто? Там никого. Я же говорю, нету западных лидеров. Нет, их просто нет. Их нигде нет. Давайте о Есть, наших. смотри, есть просто так называемое, я бы так сказал, это какое-то гниющее сборище отходов некрозных. Вот и все. Давайте о наших поговорим лидерах. Олег Игоревич, тут уже сватают Кима в кресло Кличко, и Совет национальной безопасности и обороны собирают по бомбоубежищам. Ну и как бы все прогнозируют то, что будут там переформат, будет определенной киевской власти. Кличко будут сбивать. Как вы думаете, удастся ли, каким последствиям это приведет? И, собственно, многие там, да, проводят параллели там с Януковичем, когда там Черновецкий, Попов, ну вот этим, скажем так, ходом. Почему его повторяет сейчас Зеленский? Ну вот смотри, чем для Януковича все это закончилось? Взятие Киева. Ничем хорошим, правда? Ничем. Для него, для Азарова. А почему? Потому что они чужеродные для Киева элементы. Причем и развязки делали, и строительство было большое, и к евро там все на свете, и, в общем, город расширялся, цвел и преображался. Не помогло. Чем для Кирпы закончилось? Мгм. Ну вот я как киевлянин, скажем так, по своим всем линиям, и материнской, и отцовской, минимум в третьем поколении, а там немножко даже и в четвертом. Я еще не видел ни одного, кто пришел в Киев, и чтобы у него это чем-то хорошим закончилось. Ни один инородец, пришедший в Киев, плохо, хорошо не заканчивал. Говорит, как выходит? Говорит, выходит хорошо, входит плохо. Понимаешь? Поэтому, если они хотят назначить Кима, ну что, говорит, давайте попробуем. Давайте попробуем, сказала старая дева. И села на карандаш. Нет проблем. Если Ким хочет на что-то сесть, пусть сядет. Понимаешь? Я не являюсь апологетом или даже сторонником и вообще каким-либо, как бы даже, как это сказать, близко, нейтрально даже рассматривающих Кличко. Я с самого начала говорил, что его вообще нельзя было избирать на мэра Киева, так же, как Черновецкого. Это было все неправильно. Для Киева, мирового города вечного, святого города, это
было практически, ну, это некрофилия называется, то поэтому и получили. А боксера назначать было. Боксер всегда ведет бои. Он одиночка, тем более супертяж. Вы хотели, чтобы в Киев все время воевал? Вот вы избрали Кличка. Вы и получили. Поэтому сейчас Киев захвачен абсолютно чужими элементами. Всех, кто сегодня при власти в Украине, это и в Верховном Совете, и в Кабмине, это чужинцы. И президент, это все чужинцы. Они, конечно, они не понимают Киева, они не понимают его истоков, природы. Киев оккупирован чужинцами. Добром это не закончится. Однозначно. Коренные жители, такие как Соскин, уехали. А приехало всякое, извини меня. Да, много очень хороших, умных. Но много зашло и просто, так сказать, другого. Поэтому, ну пусть попробуют. Это даже будет очень интересно. Я даже, как говорится, поддерживаю, чтобы они Кима на 2 должности поставили. Конечно, Ким долго, Ким тогда не жилец. Понимаешь? Потому что он был неуловимым Джо. Помнишь? Стоит там этот самый Джо, этот Стив и этот второй Майкл. И Стив Майклу говорит: он, смотри, по прерии поскакал неуловимый Джо. А тот ему говорит: Майкл, да ты что, неужели такой козырный никто поймать не может, такой герой? Он говорит: нет, он просто пока никому нафиг не нужен. Понимаешь, пока Ким нафиг никому не нужен. Пусть приедет в Киев. И его тут быстро сварят в котле. Останутся от Кима рожки до ножки. Это в лучшем случае. Может вообще ничего не остаться. Пусть попробуют. Ну, там Поэтому есть, я... да, есть еще разные варианты, да, как это... Ну, смотри. Они Кличка, за Кличком стоит мощнейший клановый холдинг. Мощнейший. Финансовый, бизнес. Ну, вообще там все, что можно, все есть. А они практически соединены. Это крупнейшие воровские общики на него замыкаются, которые контролируются старыми КГБшниками и лягавыми. И вот они себе представляют, что это они все, так сказать, отрежут. Представляешь? Нет проблем. А самое главное, что Кличко останется мэром. И оставшись мэром, он начнет действовать в полный рост. То есть подойдут буйные, ему терять уже нечего. Кличко, его брат, Артур Палатный, папа Артура Палатный – это очень богатые люди. А их много очень богатых там. Очень много. Вот, они, так сказать, дадут немного деньжат. И они начнут Зеленского и всех их, как это, делить на ноль или множить на ноль. И мало ребятам не покажется. Просто будет какая ситуация, а ее уже надо делать. Мы сначала с тобой говорили. Надо отменять военное положение. Все. Надо подписывать прекращение огня, ни войны, ни мира, как Северная и Южная Корея, как Россия и Япония сегодня. То же самое. У них нет договора, ни войны, ни мира. У них просто было прекращение огня. Вот. Так и здесь надо. И надо заниматься внутренними делами. Надо вычистить внутренние Авгиевы конюшни. Очень загаженное внутреннее пространство. Убрать нафиг все военно-полевые администрации. Разогнать нафиг всех этих военкомов. Военком Две трети это... пересадить. Военком это Может прям быть, отдельная тема, да, для разговора, потому что... пересадить их вообще надо. Слышь, они сказали, что в Одессе там все нормально, и Так вы военком. понимаете, в чем дело? Что вот он, ну ничего, там съездил, полечился, Да, Борисов и- вернулся, все хорошо. А то, что там и на моем канале, и на другом канале, ой, увидели они расследование Ткача. Ну вот, увидели, а Да, до Ткача, ну, как бы, да. ну, это просто, конечно. А что военкомы сейчас мультимиллионеры долларовые, это Так, нормально? а что говорит Арахамия? Выходит и говорит, а мы всех проверим. Арахамия говорит.
То есть, вот Ткач расследование такое провел, ой-ой-ой, мы всех сейчас будем проверять, всех Да, военкомов. А в Ивано-Франковске вообще беспредел происходит. Сначала да. объявляют о том, что больницы должны передавать все данные. Причем, как интересно сделано. То есть, они это все объявили. Увидели, что общество негодует. Говорит, нет-нет-нет, мы отменяем. Но отменяют в пункте там согласования плановых операций. А в плане поступления там, человека, подлежащего мобилизации в больницу, и отчет в военкомат отменили, не молчат, ничего не говорят. Точно так же, как и охранников теперь. Были охранники, а стали, скажем так, призывники, мобилизованные. Это вот Это прям правильно. абсолютно другое движение. Смотри, это антиконституционные все движения. Они противоречат Конституции, они противоречат всеобщей хартии прав и свобод человека. Они противоречат всем законодательным актам международного права и Украины. Это все называется антиконституционный мятеж. Это называется узурпация власти. Эти все люди не должны за это отвечать. Поэтому вопрос пока нету, говорят, как у Высоцкого в песне, буйных мало, вот и нету вожаков. Пока нет группы вожаков. Но что делает хорошо Зеленский, его вся эта зелено-желтая бригада тумана? Они всячески это стимулируют. Сила действия порождает адекватную силу противодействия. Я думаю, что уже должны выделиться вожаки, должны из этой массы. Как только они выделятся, как только они займут, ничего не надо особенного делать, надо просто стать на поле Конституции. На 5-ю статью еще там есть ряд базовых статей. Они имеют прямое действие. Война в Украине есть? Нету. А если нет войны, как может быть военное положение? Это ж бред? Бред. Фронт есть? Есть. Можно прорвать оборону? Нет, нельзя. Надо брать паузу. Все. Должны быть выборы? Должны. Значит, надо вернуться к парламентско-президентской республике. Все. Вот и все. Только должны появиться нормальные. А чтобы появились нормальные, надо просто в каждом городке пересчитать новые могилы. А те, которые эти врачи в госпиталях, должны сказать, сколько через них прошло людей военных, ставших инвалидами. Все. Потерявшие, так сказать, свои части органов. Это органы тела. Все. Назовите цифру. Но для этого мэры не должны, так сказать, делать в камыши. Говорит, он сделал в камыши, сделал кофе. Говорит, как это? Говорит, я выпью чашечку кофе, да, приму душ. Он говорит, сейчас тебе будет и пиво с чаем. Понимаешь? Поэтому, ребята, вы чего? Вас избрали громады. Значит, вы подотчетны громадам. Ни Зеленскому, ни Ермаку, директору Зеленского канцелярии. Мы вообще не избирали Ермака. Арахамию и прочих никто не избирал. Стефанчука никто не избирал. Кто их избирал? Кто? Они где-то шли по каким-то спискам. Но они избраны антиконституционно. Указ про досрочные антиконституционные парламентские выборы, разгон Конституционного суда, увольнение председателя Конституционного суда. Это все доказано, что это все было неправильно. Это противоречит Конституции. Поэтому надо вернуться в правовое поле. А если он не хочет вернуться, то будет так же, как с Януковичем, так же, как с Кучмой и всеми попередниками. Понимаешь? И Ющенко это пробовал, и Порошенко пробовал. Чем для них закончилось? Поэтому зачем опять идти туда? А для них еще хуже это закончится. Он недавно, внук Троцкого, умер. Пусть бы почитали биографию Троцкого. Там все написано, чем для Троцкого закончилось. Друзья, пожалуйста, подпишитесь на Олега Соскина, поставьте лайк этому видео, напишите, что думаете вы. Олег Игоревич, понятно, есть много вопросов, да, и, наверное, чтобы там шаг за шагом их рассмотреть, нужен не один выпуск, не одно видео, и на канале, конечно же, у вас, и на моем канале, но я вижу, что все больше и чаще задается
ну, вот такой прямой вопрос. Мы слышим вот эту риторику о том, что наступление будет не одно. Вот Кулеба выходит, говорит, Абрамсы дадут для следующего наступления. Все говорят о том, что и в 24 году будет продолжение войны. И вот события, ну вот Чангар, да, бахнули по мосту. Мы же понимаем, что ну, выходит Сальдо, да, и говорит, что надо в ответ ударить по там, мостам в Рени, в Одесской области, вот в той стороне. Понятно, что там Сальдо никто всерьез не воспринимает, это все сказано ради того, чтобы сказать. Здесь речь не идет о каком-то, как мы говорили, стратегическом планировании. Но мы понимаем, что вот эта спираль эскалации, она растет, и в любом случае, ну, как бы, россияне тоже будут бить, да, куда там они как-то придумают какой-то ответ. То ли энергосектор, то ли мосты, то ли... Вот там Подоляк же признался, что пытались ударить по дамбе в Кривом Роге. Ну, потом уже, после, говорит, что да, вот были прилеты. То есть понятно, что все это переходит на абсолютно другой уровень. А люди вот в общении обычном, не публичном, потому что в публичном это сразу достаточно жесткие меры, да, санкции от государства, а в публичном, ну, конечно, говорят, когда же это все закончится. Вот этим вопросом, когда же это все закончится, я бы хотел закончить наш сегодняшний разговор. А закончится в каком смысле? Да, ну, не в плане там пораженчества, не какого-то там победобесия, не в каких-то там красках там черных и белых, а закончится, потому что должно закончиться. Ну, смотри, что заявляет вся вот эта верхушка, Путин и все его это шобло. Они четко говорят, что Украина вообще, как говорится, это не игрок. Правильно? Ну, четко заявляет. Да и Борель же заявил, говорит, как только прекратят давать оружие Украине, война сразу закончится. То же самое и верхушка путинская говорит. То есть они четко говорят, кто их главный враг. США, НАТО и вот это вот все руководство Европейского Союза. То есть они уже определились, кто их главный враг. Раз они определились с главным врагом, то Украина для них уже не враг. Ну, потому что Украина не играет тут первую скрипку. Понимаешь? Поэтому они хотят с Украиной остановить процесс. Они говорят, ладно, вот что есть, то уже и есть, но они требуют развязать им руки, чтобы пойти на главного врага. Я тебе назвал факторы, мы с тобой сейчас проанализировали. Все готово. Они хотят туда пойти. Кто им мешает это сделать? Зеленский. И его, так сказать, кланово-корпоративная группа «Кривой Рог», 95-й квартал. Все. Только они. Мы без этих самых Хаймерсов, ну всего, вот, что надо перечислить, этих надо... Смотри, чтобы наступать, надо иметь минимум, вот же вот сейчас это контрнаступление показало, надо иметь минимум 400 Абрамсов. Минимум. Надо иметь минимум 100 F-16. Надо иметь минимум по 600 вот этих машин всякого типа. Каждой, БТР, БМП. Каждой по 600. Плюс длинные ракеты, хотя бы, чтобы можно было делать 300-400 ракетных пусков и так далее. У нас это все есть. У нас этого нифига нет. А раз у нас этого всего нет, то тогда нельзя и наступать. А раз нельзя наступать, надо подписывать соглашение по прекращению огня. И дать возможность Путину наступать на главного врага. А он это очень хочет. И он к этому готов. Он обязательно развяжет Северо-Балтийскую войну. Смотри, показатель есть просто классический. Вот вдумайся. Было в Санкт-Петербурге празднование флагов. Да? Смотрел? Где Путин принимал этот
действо. Он стоял на таком большом типа корабле, да, как Петр Первый прямо. И при нем это там поднималось, это все. Там девочка такая красивенькая, так сказать, может, станет какой-то новой Кабаевой, да? То есть декламировала. Все. То есть это было действо. Какие флаги поднимались? Советского Союза, красный, этот молот с серпом по одному месту, российский типа флаг и Российская империя, если не ошибаюсь. Правильно? То есть соединено 3 в одном стакане. Для чего? Для того, что Россия должна прирастать Балтией и северными территориями. Все. Он же на Черном море был. Нет. Ему это уже все, что не надо. Зерновая сделка закончилась? Закончилась. Куда трубу вывели аммиачную? В Таганрог? Таганрог. Зерно куда будут отправлять? Через какие порты? А? Какие? В Грузию. Вот там есть Поти, Шмоти, Сухуми и так далее. Все. Там китайский один пояс, один путь. В Китае сейчас страшный неурожай. Они заберут все зерно, которое им Россия поставит. Им надо кушать, кушать и кушать. Там, понимаешь, как эти самые прямо поедатели. Все. Они решили все свои вопросы. На Эрдогана они теперь плюют. Он им не нужен. Поэтому Черное море им что? Неинтересно. Крымский канал есть? Нет. Крым им интересен? Нет, не интересен. А нафиг он им уже нужен? Все. Это все отыгранные карты. А что им надо? Им надо богатые земли. Очень богатые. Ты в Осло был? В Стокгольме? Саш, Нет, не был? был. Нет. А я был. В Хельсинки я везде был. Там очень... А Польша какая богатая сейчас. А как они хорошо живут. Там, как они пойдут, эти 300 тысяч военных заключенных по домам, так там же есть что взять. А что тут в Украине взять? Уже нечего взять. Понимаешь? А там бери, не хочу. Там такие посылки будут идти в Россию. Там они до 3-го поколения обогатятся. Вот куда он пойдет. Надо только ему что? Не мешать. А для этого надо сделать простую вещь. Требовать восстановления действия Конституции Украины. Ни одна шпана, ни один членопианист, ни один ларечник, ни одна какая-то там чучело какое-то, непонятно откуда взявшееся, их в Трусковце собирали, пить, курить и говорить, и депутатами они стали одновременно. Абсолютно необразованные чмошники, дворняги. Понимаешь? Что их там собирали в Трусковце, помнишь? Все так, ай, как хорошо. Это надо додуматься. Они вообще ни к чему не были, я встречался с ними. Это просто шобла, собранная с подворотен, с этих забегаловок разных. Это самые бомжи, которые на свалках ковырялись. Ребята, вы что, очумели, что ли? И они сегодня нами руководят из грязи в князи. Они решают, кому идти на войну, кому не идти. Пошли вон. Пошли вон. У нас есть Конституция. Вас, этого шмурдяка, еще даже на уровне сперматозоидов не было, когда такие, как Соскин, виборювали українську незалежність и ламали хребет КПСС. Чмошники тут находились. Поэтому все, но это все Кучма, блин. Это все, это, как говорится, это писали такое святое семейство, в кавычках. Работа была у классиков. Поэтому я думаю, что мы к этому уже подошли. И поскольку контрнаступление уже будет скоро 3 недели, и оно ничем, кроме жертвоприношения украинских лучших ребят, не отличается, надо это дело, что шарманку эту, прекращать. Надо просто начинать. Что для этого надо? Мэры. Мэры избраны были громадами.
Они представляют по 5 статье Конституции абсолютно легитимную ветку власти. Они должны начать собраться, проводить народные вечера по 5 статье Конституции, принимать решения о прекращении огня. Ни войны, ни мира. Да, мы не соглашаемся на потерю территории. Нет. Мы просто говорим, что мы должны... Нас в НАТО берут? Нет. Нам оружие дали, вот то, что мы с тобой перечисляли? Нет. Они выполнили свои обязательства? Нет. Они нам замороженные активы, конфискованные отдали? Нет. Они нам вообще что-то дали? Нет, не дали. Они ничего нам не дают. Это все брехня. Это просто огрызки, подачки, которые бросаются нам кости с их стола гедонистского. Как Луку был такой, который любил пожрать. Была в Римской империи такая у этих патрициев манера. Это когда они ставили все время разные изысканные яства, но сожрать же невозможно 40 блюд. Поэтому у них было, они одно съедят, потом им приносили тазики, они порыгают в эти тазики, вырыгают, помоют, это сполоснут рот, и потом новое кушают. Вот это сейчас Западная Европа, понимаешь? Они сожрут что-то, потом им тазики приносят, они отрыгали, и в Украину эти остатки, то, что они вырыгали, в Украину эти остатки рыгалово сбрасывают. А украинцы все радуют: ой, спасибо большое, ой, как вы нам хорошие какие дали вашу блевотину Европейского Союза, понимаешь? Вот представь себе такую картину. Вот сегодня Европейский Союз, и Америка, и Великобритания кормят Украину своей блевотиной. Пусть они ее сами жрут. Понятно? А мы как-нибудь будем, так сказать, натуральные продукты потреблять. У нас хватит разума, ума, мы умные. Мы единственные, кто сумели эту московскую каннибальную заразу остановить. Единственные. Больше никто не сумел. Поэтому надо себя уважать. Ты меня уважаешь, я тебя уважаю, мы уважаемые люди. Понимаешь? Вот надо начать себя уважать. Понимаешь? А если себя не уважать, тогда приходит Шобла и начинает рассказывать, какой-то тебе члена-пианист, какой-то поганый ларечник, как тебе жить надо. И эта Шобла, воры в законе, КГБисты, начинают расставлять на верхние этажи командной машины государственной, на контрольные посты. Пошли нафиг. Пошли нафиг. Нам такая машина не нужна. Поэтому что надо делать? Народ созрел. Народ не хочет, чтобы вместо черноземов в Украине появились одни кладбища, где будут наши герои лежать. Вы что, очумели, что ли? Уже на Лычаковском кладбище раскапывают уже могилы неизвестных, и ими там будут эти места, положат этих известных героев. Ничего себе! И самокаты в Ивано-Франковском тоже. Да, Автобусы. понимаешь? Да. Да, да. Поэтому, ребята, давайте это уже все прекращать. Все. Да, потеряли часть территории. Ничего, сегодня потеряли, завтра заберем. Московия тоже не вечная под этой луной. Нет ничего вечного. Все империи распадаются, особенно в хаосе. Надо только уметь ждать. Но служить пушечным мясом для гедонистов Западной Европы и питаться их блевотиной, это себя не уважать. Это себя не уважать. Они нас в НАТО не возьмут. Да пошли нафиг. Не берете, не надо. Вот вы и покажите, что ваша НАТО способна. Повоюйте с Путиным. А Путину отступать что? Некуда. Ему нужна что? Победа. На него одного. Понимаешь? И он уже машину туда запустил. Все. У них духовная рубка идет. Зачем нам ему мешать? Наоборот. Наоборот, давайте ему поможем. И все. А сами в это время начнем потихоньку приводить себя в порядок. А они пусть воюют. Они будут воевать ого-го сколько лет. А мы себе будем потихонечку восстанавливаться. Нормально. Просто А самое там страшное, будет... что это возможно все на нашей территории, вот, в наших домах. Но это будет наше восстановление. Восстановимся, ничего. Я же говорю, Словакия, Чехия. Это, ну, еще бы Венгрию, конечно. Ну, может, и Венгрия потом будет. И нам вот так хватит всего.
Понимаешь? Это будет как бы наш тыл, там, где мы все создадим. И все. И если все правильно сделать, через 5 лет Украину это будет мощнейшее европейское государство. Эту нафиг все отменим, эту дрянь, эту ПД, это налог на добавленную стоимость, этот огромный налог на людей. Сделаем 7%, чтобы каждый платил. Сделаем налог с покупки 5%. Уберем эту всю шваль, которая клептоманов расставляет. Они же ставят к власти клептоманов. Потом клептоман, когда наворовал и отдал все, что ему, те, которые его поставили, общакам, ворам в законе, они говорят, они ему с самого начала говорят, ты будешь воровать, вот тебе где-то как фунту, там 2, 3, 4, 5, кому год, кому 2. Резникову вот ему больше, понимаешь? А потом уже ты не обессудь. Или ты успеешь убежать, как Шевченко с Нацбанка, а если не успеешь, ну уже так и получится. Тогда уже подозрения, как Князеву и все остальное. Понимаешь? Они сами расставляют клептоманов, воров. Те знают, что они будут воровать, сколько с украденного он должен отдать в общак воровской, каибистский, чекистский. И он знает, какой у него жизненный коридор. И он знает, что потом его объявят вором в угоду бюрократии Европейского Союза. Чтобы Бербок или там еще какая-нибудь Урсула сказала, вот смотрите, этот пункт из 7 уже выполнен. Да, Вот, победили коррупцию. Это победили тоже коррупцию. такая тоже очень интересная история была. Ну, это так вот, как вишенка на торте. Я просто, ну, это обсуждается всю неделю. Вот эти доллары, да, доллары. Зеленые, синие, курс один, курс второй. Ну, какой-то, ну, просто театр абсурда. Единственная Правильно, страна в мире, в которых два курса правильно. доллара, а то и три, ну, например, да. А Старые. зачем это делается, Саша? Это называется отвлечение. Это называется пустить пыль в глаза, чтобы народ, давай народу создадим на ровном месте проблему, чтобы народ не занимался главным. Понимаешь? Поэтому народ бедненький долларом занимается. А для того, чтобы это было нормально, надо одну вещь сделать. Надо, чтобы главой Нацбанка не был сингуляр, который любит кушать гусиный паштет. И все, и уху с растягаями. И все. Понимаешь? И надо Гонтареву достать. Гонтареву надо достать. И тогда все на место станет. А Забыли уже про Порошенко, Гонтареву. Забыли. а Это вы потому что помните, Олег Порошенко Игоревич. забыли, потому что сказали тем, кто при власти, забыть. Вот и все. Но есть те, которые помнят про Яценюка, про Гонтареву и про многих других. Но надо, чтобы эти люди пришли и расчистили в Авгиевой конюшни. Вот и все. И тогда все нормально будет. Понимаешь? Это, конечно, феноменальная история. Там, ну, вот даже так, если оценивать тяжелейшая экономическая ситуация людей в Украине, да, но может, если есть какие-то плюс-минус, не знаю, там, пенсионеры с нормальными, ну, такими адекватными пенсиями, да, хотя у всех понятно, что они низкие. Если там есть какие-то там трудяги, бюджетники, которые там откладывают, там, не знаю, $100 в месяц, там, ну, насобиралась какая-то у них, ну, какая-то сумма, ну, вот небольшая, ну, какая-то есть. Ну, я просто там, когда общались до войны с экономистами, ну, вот, как бы, говорят, что, ну что мы за народ? Ну, у нас максимум, вот так, средний максимум среди всех людей, ну, там, ну, $500, как бы, это просто чтобы лежит, да, вообще нет, так, как бы, никто ничего не откладывает, все живут вот одним днем на самом деле. Ну, то есть вот это самая там частая сумма, которая... И вот эти, да, вот эти небольшие доллары, на них все сейчас обратили внимание, они сейчас вот там обсуждаются, а по какому курсу, а вот Нацбанк, а вот обменник, а вот банк, а вот тотальный сговор, невозможно положить их там на карт. Ну, в общем, это же дни наступления, вот этого наступления, которое нам обещали будет феерическим, побегут россияне, а мы на их плечах зайдем в Крым. Ну,
как-то так, Это да. чтобы скрыть провалы, надо сделать штучную проблему. Это называется общество спектакля. Режиссеры, драматурги, сценаристы, которые антрепренеры, которые стоят за Зеленским, за его, так сказать, группой, они этой методикой прекрасно что? Владеют. Украинцев поместили сейчас, как бы превратили, Украина это как бы театральная сцена. И всех людей превратили в участниках в массовку, кого в массовку, кого с разным уровнем там, так сказать, ролей, превратили в участников этого смешанного разных типов представления, перформанса. Тут тебе и комедия, и водевиль, и оперета, и опера, и триллер, и трагедия, и детектива, все, что хочешь. Все. И это все делают те, которые сидят за Зеленским. Они всегда это делали. Все вещи, вот эти мыльные так называемые сериалы, они на этом всем построены. А вспомни, так сказать, представления были очень модные «Жизнь за стеклом», когда показывали вот это, как себя ведут люди, типа вот пребывая как бы в открытом пространстве, как за стеклом. Помнишь? Показывали. Вот сейчас с украинцами делают то же самое. Но украинцы в своем большинстве, они настолько недалекие, они настолько доверчивые, они не обладают стратегическим мышлением. И они не умеют верить и вычленять умных стратегов, те, которые за горизонтом. Они, вот им дали бесплатный борщ. Ну и что тот, кто им дал этот борщ, он потом туда высморкался и плюнул. Им дали шпроты, им раздали там немножко денег, им дали какие-то пайки, сахар, гречку, бутылку. Они говорят: ой, какое большое спасибо. И продают свои голоса, как рабы. Я это видел десятки раз. И в Киеве, и на Галичине с Ведомой, во Львове, когда мне говорили, сколько надо денег дать, чтобы купить голоса в районах, чтобы победить. Вот. И победил там парень, который с повязкой ходил по Надусе, Мова. Понимаешь? То есть я это все видел, как меня предавала свобода, меня предала и так далее. Великие патриоты, Олег Тягнебок и прочие. Понимаешь? То есть, а где же ваша Галичина? А чего же вы так сделали? Святослав, греко-католики, Олега Игоревича тогда, с Дубневичами и прочими, там еще там парень один был, который потом эту облраду львовскую возглавлял. Это я все видел. Поэтому мне не надо мозги, как говорится, лапшу на уши вешать. Я вас всех видел, знаю, я всю Украину видел и знаю, объехал. 30 лет это делал. Поэтому вот пожинаете то, что хотели. За что боролись, на то и напоролись. Что заказывали, то и получили. Кушайте аж пока, как говорится, за ушами трещать не будет. Но я думаю, уже наелись. Я думаю, наелись, и подходит время. Подходит время. А пробиться там нельзя. Ну просто Суровикин, гад, такое настроил. А чего же вы его не фрагментировали до сих пор? Смотри, он руководит несколькими самыми плохими для нас, тяжелейшими кровавыми процессами. Он возглавляет космические силы, правильно? Ракетные вот это обстрелы идут, все по его командам. И он же возглавляет вот этот весь фронт. И он руководил постройкой вот этих всех редутов, 5 линий обороны. И он сейчас руководит, они думали, что они наших заманят. Поэтому Путин и Патрушев называли такие потери. Они просчитали, что это будут потери. И так бы и было, если бы продолжалось наступление. Они заманивали туда наших. Слава Богу, благодаря тебе, Соскину и другим умным, этот процесс не произошел. Слава Богу, вернули с подвала, на подвале держали и Буданова, и Залужного, я считаю, что их мучали, потому что они были против этого. А вот Сирский, почему он на это согласился? Понимаешь? Он же понимал, что это будет. Это хотели,
с нашей армией сделать ЧВК «Вагнер». Понимаешь? Там в Бахмуте до сих пор все разлагается, вагнеровцы лежат в подвалах там и в других местах. Крысы их жрут, мухи и так далее, там червями все покрыто. Чего ж никто не показывает? Вот хотели то же самое с нашими сделать на этом наступлении. Слава богу, не вышло. Слава богу. Ну теперь давайте идти дальше. Давайте дальше. Вот я назвал, что надо сделать, чтобы прорваться в самом начале нашей передачи. Или так, или тогда второй сценарий – прекращение огня. Хотите Киев взять? Возьмите, возьмите. Я уверен, что сделают мэры. Уже к этому все готово. Уже к этому мэры у нас не бедные люди. Пусть попробуют, только тогда это не сделать. Мы их, так сказать, пообрезаем по самые помидоры. Олег Тогда, Игоревич, если да. мы, сейчас заканчиваю, если это не сделают мэры, тогда по 5 статье Конституции начнется стихийное проведение во всех населенных пунктах народных вечер. Это сделают тогда поднявшиеся снизу активисты. Ну, И я приедет, хочу посмотреть. я просто не хочу в завершении там спорить. Ну, приедет из СБУ, накроет пару вечер, не будет никаких вечер. Ты не понимаешь, ты не понимаешь. Я имею 30-летнюю опыт, даже больше. Я видел, как рушился Советский Союз. Я лично принимал участие в обрушении коммунистической партии, дорогой мой. Лично. И во многих других процессах. Поэтому, Саша, я не являюсь романтиком, давно оптимистом. Я являюсь очень жестким, утилитарным реалистом. И поэтому я тебе говорю, даже не успеют два пальца в этом СБУ, так сказать, это замочить, как это все по всей стране начнется. И ты увидишь, где эти все ребята с СБУ будут. Они же первые эти вечи возглавят. Да, Олег Соскин был моим собеседником сегодня. Олег Игоревич, спасибо большое за ваше время и ваши мысли. И тебе спасибо. Друзья, спасибо, что досмотрели до самого конца. И подпишитесь на Олега Игоревича, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео. Желаем вам добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.